Всем привет! Сегодня мы побываем в одном из древнейших городов Украины – колыбели украинского литературного языка, месте знаменитой битвы, сломившей ход истории Европы. Все это о Полтаве, прекрасном городе в центре нашей страны. А начинаем мы наш обзор достопримечательностей Полтавы с ее главных ворот города – железнодорожного вокзала Полтава-Киевская. В Полтаву едут туристы за национальным колоритом в надежде пообедать или погулять в обществе гоголевских героев. Здесь варят великолепные полтавские галушки, каких вы не поедите ни в одном другом регионе. И встречают гостей с большим радушием, потому что гордятся своим краем, его историей и традициями. В Полтаве есть много красивых, интересных мест, посещение которых доставит вам неимоверное удовольствие и навсегда запечатлится в вашей памяти. Полтава расположена в 350 километрах от Киева и 140 километрах от Харькова. Здесь родился Иван Котляревский и учился Николай Гоголь. Полтава – зеленый и компактный город с тысячелетней историей, поэтому приехать сюда всей семьей – прекрасная идея для выходных. Перед вами памятник генерал-лейтенанту Алексею Ивановичу Зыгину. Полтавщина хорошо помнит Зыгина. Он был в числе тех, кто после тяжелых боев и фронтовых дорог в сентябре 1943 года принес ей долгожданное освобождение. Погиб Зыгин в 1943 году осенью на Полтавской земле и похоронен в Полтаве, в парке имени Котляревского. Ну а мы идем по Каштановой аллее, которая является памятником природы с 1970 года. На Каштановой аллее можно приобрести цветы любых сортов и видов. Есть розы, гвоздики, пионы, хризантемы и многие другие. В 1913 году местными гимназистами были высажены первые 300 деревьев. Данное мероприятие было приурочено к празднованию 300-летия царской династии Романовых. Сначала было высажено 300 каштанов, потом их количество увеличилось до 400. Площадь аллеи 4 гектара, длина 1 километр. Аллея напоминает о тех днях, когда воины Петра I шли с поля битвы навстречу с защитниками Полтавской крепости. Воины-победители шли с запада на восток в этом направлении и были высажены деревья. Вообще же Полтава – город на северо-востоке Украины, административный центр Полтавской области и Полтавского района, расположен на Приднепровской низменности на реке Ворскла. Первое упоминание о крае датируется XII веком, но судя по археологическим раскопкам, на месте Полтавы еще в VIII веке существовало поселение. С 27 февраля 1802 года по 3 июня 1925 года административный центр Полтавской губернии. Важный культурный центр, крупный транспортный узел. Административно город разделен на 3 района – Шевченковский, бывший Октябрьский, Киевский и Подольский, бывший Ленинский. Численность населения на 2020 год – 276 200 человек. Официальной датой основания Полтавы, согласно археологическим исследованиям, считается 869 год. Период Второй мировой войны внес в город разрушения. Восстановление Полтавы проходило в 50-х годах. Здесь появились газификация города, телевидение, театр, отстроен краеведческий музей, развивалась автомобильная, текстильная, электротехническая, горнорудная, химическая и нефтегазодобывающая промышленность.
Есть в Полтаве круглая площадь или корпусный сад. Историческая площадь в Полтаве – композиционный центр и символ города. Полтаве действительно повезло с архитекторами. Если посмотреть на город сверху, то он напомнит солнце. От круглой площади диаметром 375 метров словно лучи расходятся 8 улиц. Архитектурный ансамбль круглой площади является памятником классицизма XIX века. Композиционным центром парка является построенный в 1805-1811 годах монумент славы, установленный в честь победы над войсками шведского короля Карла XII в Полтавской битве. В 1840 году вокруг монумента славы разбили парк, но официально корпусный сад открыт в 1909 году по случаю празднования 200-летия Полтавской битвы. Долгое время парк находился в ведении Петровского Полтавского кадетского корпуса, поэтому его назвали корпусным. А перед вами подземный переход и одновременно торговый комплекс «Злато Мисто», который построили в 2004 году. Он сочетает круглую площадь с пешеходной частью улицы Соборности, одно из любимых мест отдыха горожан и гостей Полтавы. Стеклянный купол стал прототипом столичного глобуса на Майдане Незалежности в Киеве. На его месте раньше был фонтан. Улица Соборности в городе Полтава, по которой мы сейчас идем, была проложена во второй половине XVIII века от Успенского собора в направлении Киевских ворот Полтавской крепости. Первоначальное название – улица Успенская. В конце XVIII века была пробита далее через пригороды и названа Пробивной. Первой упорядочена и застроена. Улица Соборности – памятник градостроительства XIX века эпохи классицизма. Застроена по принципу линейно-осевой перспективы. Мне улица Соборности в Полтаве чем-то напоминает улицу Дерибасовскую в Одессе. А перед вами Театральная площадь и Полтавский академический областной украинский музыкально-драматический театр имени Николая Гоголя. Зрительный зал театра вмещает 530 зрителей. Театр ставит произведения украинской и русской классической драматургии. Особое внимание уделяется творчеству Гоголя. Ну а мы продолжаем гулять по уютным улочкам Полтавы. Мы пришли в Солнечный парк, который является зеленым украшением старого центра Полтавы. Напротив Солнечного парка находится Петровский парк, в который мы также заглянем. В Полтаве есть памятное место, которое было устроено в честь благодарности украинскому казачеству. Казаки сражались за благополучие Украины в годы Полтавской войны. Памятное сооружение было возведено к празднованию годовщины победы Полтавской битвы. Его воздвигли в 1994 году. Памятник казацкой славы расположился между двумя городскими скверами. Здесь всегда присутствует спокойная, торжественная атмосфера. А вот и Петровский парк, один из красивейших зеленых украшений украинского города Полтава. Он расположен напротив Полтавского краеведческого музея по улице Конституции. Парк был основан в 1905 году. Ну и сам Полтавский краеведческий музей имени Василия Кричевского. В нем нужно обязательно всем побывать. В нем собрано множество предметов истории, археологии, природоведчества, этнографии и культуры в целом.
И сразу же напротив Полтавского краеведческого музея находится Полтавский памятник Тарасу Шевченко, построенный выдающимся украинским скульптором Кавалеридзе в стиле конструктивизм. Открыт памятник 12 марта 1926 года. По этому случаю на месте открытия состоялся митинг жителей Полтавы и гостей из других городов. Когда сняли покрывало, полетела знакомая всем мелодия композитора Гладкова, и многотысячный хор запел «Завещание Тараса Шевченко». Парк Победы – самый старый парк города Полтавы. Первоначально он задумывался как городской парк и был основан генералом-губернатором князем Куракиным. Парк имеет шикарное озеленение. В нем произрастают разные виды деревьев – березы, дубы, каштаны, ели. В прошлые годы здесь даже существовала школа садоводства. До войны парк именовался имени Франко. Во время Второй мировой войны парк сильно пострадал. После его реконструкции парк стали именовать Парком Победы. Парк знаменит Певческим полем имени Марусии Чурай. Это самая знаменитая в Полтаве концертная площадка. Но, к сожалению, сейчас она выглядит вот так. А раньше она выглядела вот так. Вместимость амфитеатра была около 7000 мест. Торжественное открытие состоялось 27 июня 1987 года по случаю проведения в Полтаве республиканского праздника народного творчества. А мы переносимся на Иванову гору в Полтаве. Это историческое сердце города и целый комплекс архитектурных и культурных достопримечательностей. Здесь находится кафедральный Свято-Успенский собор. Это одно из самых узнаваемых мест Полтавы. Строила храм в 18 веке казацкая старшина на месте когда-то существовавшей деревянной церкви, а достраивали собор уже в 19 веке. В годы советской власти прекрасный храм был разрушен, уцелела только колокольня. Реконструкция началась в годы независимости Украины, и возрожденный Свято-Успенский собор открыли в 2004 году. Рядом находится деревянная беседка, с которой открываются прекрасные виды на Полтаву. Тут же, неподалеку, находится дом-музей известного писателя Ивана Котляревского. В этом здании писатель прожил почти всю свою жизнь. Отсюда он отправлялся на военную службу и на работу директором Полтавского театра. Иван Котляревский большую часть своей жизни прожил в Полтаве. После обучения в Полтавской духовной семинарии он стал директором местного театра и даже являлся членом Полтавской масонской ложи. Большинство своих произведений украинский писатель создал в стенах своего дома. Он является автором таких знаменитых творений, как «Энеида», «Наталка-Полтавка» и «Солдат-чародей». Дом, в котором жил Котляревский, после его смерти неоднократно перестраивался и менял своих хозяев. К большому огорчению, настоящая усадьба Котляревского до наших дней так и не сохранилась. Именно поэтому было принято решение восстановить дом-усадьбу известного поэта к 200-летнему юбилею со дня его рождения, которое по решению ЮНЕСКО праздновалось в 126 странах мира. Усадьба знаменитого классика украинской литературы была воссоздана в 1969 году по рисунку известного украинского писателя Тараса Шевченко, который он выполнил с натуры в 1845 году. В то время она имела еще такой вид, как при жизни писателя. Здесь есть жилой дом, колодец-журавель и сарай. В 5 комнатках находится музей, где можно увидеть личные вещи Котляревского, его архив, материалы и документы. Памятник Галушке – это уникальный монумент, который является прекрасным украшением Ивановой горы. Кроме того, это один из самых ярких и узнаваемых символов города.
Дорогие друзья, уважаемые зрители канала, я благодарен всем тем, кто сегодня прогулялся со мной по городу Полтава. Подписывайтесь на канал, если вы не подписаны. Пишите комментарии, как вам прогулка, как вам город Полтава. Ставьте лайки и до новых встреч.